Всем привет, с вами Марти, и сегодня у меня на обзоре страйкбольная реплика, пожалуй, самого популярного в мире пистолета для практической стрельбы IPSC CZ75 SP01 Shadow. Но поскольку до меня уже многие блогеры сделали на него обзор, в том числе и на русском языке, я большую часть видео посвящу сравнению страйкбольной версии с реальным CZ75 для практической стрельбы, и к этому привлеку эксперта. Сейчас передо мной два пистолета, оба от компании KJ Works. Сверху это классическая версия, которая доступна в продаже уже около года, и на нее многие блогеры уже сделали обзор, в том числе и на русском языке. Второй пистолет — это версия А+. Она появилась в продаже относительно недавно, и она отличается наличием оригинальных маркировок. Все маркировки такие же, как и на настоящем CZ75 SP01 Shadow. Кстати, если вы не знаете, я относительно недавно начал заниматься немного практической стрельбой, и в последнее время я работаю именно с этим пистолетом CZ75, поэтому я тоже могу внести свое мнение в сравнении с боевым, но сначала послушаем эксперта. Алексей, скажи, почему CZ75, именно модель SP01 Shadow, так популярна у практических стрелков IPSC? Во-первых, то, что у него намного мягче спусковой крючок, чем у большинства. Особенно у одного из самых популярных пистолетов, это Глока. У него наиболее мягкий спусковой крючок, наиболее комфортная стрельба. По эргономике он многим подходит, и за счет большего веса он дает куда более мягкую отдачу, что, естественно, создает крайне комфортный выстрел. Немного информации о страйкбольном пистолете. Стандартная версия, которая идет без маркировок оригинальных, она продается как с СО2 магазинами, так и с грингазовскими магазинами. Причем это один и тот же пистолет, он может использовать оба типа магазинов по вашему желанию. А вот версия А+, которую я держу в руке с оригинальными маркировками, она сейчас продается только с СО2 магазинами. Но вы можете при необходимости отдельно купить магазины на грингазе и использовать их. Чем также хорош пистолет, что с обоими типами магазинов он выдает примерно одинаковый выхлоп. С грингазовским магазином около 95-100 метров в секунду, а с СО2 магазином где-то 100-105 метров в секунду. Это очень хорошо. Единственное, чем отличается стрельба, у вас будет сильнее ощущаться отдача при использовании СО2 магазина. Ну, давайте заодно покажу, как настраивается хоп-ап, потому что это для многих важно. Мы вынимаем магазин, выдавливаем пин, который также является затворной задержкой. Регулировка хоп-апа находится здесь, это винт, и вам придется с собой таскать отвертку, чтобы регулировать. Но сразу рекомендую не увлекаться затягиванием винта, потому что он стальной, а вот камера хоп-апа сделана из какого-то сплава. Можете просто сорвать резьбу. Рекомендую, как во всех пистолетах, во многих пистолетах, поменять резинку хоп-апа. Она довольно жесткая. Поменяйте, поставите хорошую резинку, и у вас значительно улучшится подкрутка шара. Алексей, как опытный стрелок, скажи, какую разницу ты видишь между реальным и страйкбольным CZ75 Shadow? Ну, в первую очередь, пускай небольшое, но есть отличие по весу. Когда магазин вставлен, отличие не сильно бросается в глаза. Если магазин вытащить, пистолет ощутимо легче. По габаритам что у нас? По габаритам очень похож, хотя если присмотреться, все-таки видно немного более широкую затворную раму. У страйкбольного? Да, у страйкбольного она чуть-чуть шире, незначительно. В принципе, по эргономике они практически один в один повторяют друг друга. По спуску что скажешь? Спусковой крючок у него
Самовзвод. Ну, самовзвод у него такой же, по сути такой же, как у боевого. То есть А и именно при при взведенном разница у страйкбольного слегка совсем легче. Чуть-чуть. То есть примерно одинаково все равно получается. Плюс-минус, да. Погрешность совсем небольшая. Теперь мое развернутое мнение относительно копийности страйкбольного пистолета. Ну, во-первых, то, что наиболее важно для коллекционеров, это маркировки. На страйкбольном пистолете они такие же, как и на боевом. Я их подробно изучил. Они абсолютно идентичны. Единственное, в чем разница, это на страйкбольном есть наклейка Made in Taiwan, но вы можете отклеить, очистить от клея, и все будет так же, как и на боевом пистолете. Если страйкбольный пистолет вам нужен для занятия Action Air, то есть практическая стрельба с использованием страйкбольной пневматики, или для тренировок дома, например, вы занимаетесь практической стрельбой с настоящим ЧЗ-75, а вам нужно тренироваться дома, то вас наверняка наиболее интересует совместимость пистолета со снаряжением. Я для стрельбы использую снаряжение от компании Stitch Profi. Это жесткий пояс, кобура пластиковая и магнитные паучеры. Большое спасибо компании Stitch Profi, что предоставили их мне. Ссылка будет в описании, кому интересно. Ну так вот, поначалу пистолет в кобуру у меня даже не вошел, потому что корпус немного шире, чем у боевого пистолета. Но я ослабил эти два винта, и он стал нормально входить. Нормально входит, нормально извлекается. Что касается паучеров магнитных, то магазины немного примагничиваются, но недостаточно, чтобы с этими магазинами бегать. Поэтому я рекомендую для тренировок со страйкбольным пистолетом использовать либо обыкновенные быстрые подсумки, где хорошо держатся магазины, либо подклеить внутрь немного изоленты, чтобы в этих паучерах магазины держались плотнее. Спортсмены обычно используют не стандартную кобуру, а специальную быструю кобуру для практической стрельбы, где пистолет фиксируется только в районе предохранительной скобы. Так вот, нормально пистолет входит в эту быструю кобуру, но нельзя зафиксировать замок, опять же, из-за несовпадающих размеров скобы. Но в принципе, как сказал мой инструктор, нормально все подходит, можно тренироваться. Подведу небольшие итоги. В целом пистолет получился классный, мне понравился. Причем он пригоден не только для IPSC, но и для обычной игры в страйкбол. Если для вас не имеет значения, что в реальных боевых действиях конкретно эту модель не используют, она сделана только для практической стрельбы. Также один хороший показатель. Алексей Калимулин, это инструктор, который мне помогал в съемках, после ознакомления с этим пистолетом решил купить себе и своему товарищу такие же, чтобы практиковаться дома перед соревнованиями. Я думаю, что такое отношение эксперта в работе с реальным оружием, оно чего-то да и стоит. Потому что его основное оружие это ЧЗ-75 SP-01 Shadow. Ну, надеюсь, обзор вам понравился, так что наградите меня лайком, подписывайтесь на канал, в описании много полезных ссылок, в том числе и на этот пистолет. И всем удачной стрельбы!